Здравствуйте, дорогие зрители, меня зовут Майкл Наки, и это YouTube-канал «Популярная политика», передача «Честное слово». Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки в течение эфира, пишите в чат, ну а если смотрите программу в записи, то не забывайте писать также и комментарии, все это помогает продвижению и канала, и контента, и, как следствие, правдивой информации. В передаче «Честное слово» мы общаемся с самыми интересными гостями для вас, и сегодня у нас в гостях Любовь Соболь. Здравствуйте. Да, привет, Спасибо Люба. большое за Да. приглашение. Да, всегда приятно пообщаться с тобой. Всегда рада видеть, наконец-то, на канале «Популярная политика» Любовь Соболь. Я даже там не стал тебя как-то отдельно представлять, думаю, так люди прекрасно знают, кто ты и чем занимаешься. И хочется сразу тогда перейти к тому, что сейчас происходит. Ты знаешь, я, насколько помню, очень много сил и времени ты посвятила тому, чтобы защищать школьников в истории буквально с едой, когда их там травил Пригожин некачественной едой и прочее. Я так понимаю, что тема детей для тебя вообще достаточно серьезна. И сейчас мы видим, что происходит в российских школах. То есть в связи с войной, которая идет, происходит какая-то там невероятная индоктринация, там им проводят уроки войны, там все стучат друг на друга и все остальное. Следишь ли ты за этим и как воспринимаешь? Я, конечно, за этим слежу и очень внимательно. У меня есть телеграм-канал, где я публикую ежедневно сообщения от родителей, от школьников и от студентов о том, как проводят политпросвещение сейчас в вузах, хотя это строго запрещено действующим законодательством, и Конституция, да, и закон об образовании говорит, что школьники, студенты имеют право отказаться от всех вот этих Z-мероприятий, которые выходят за рамки школьной программы. Если это не предусмотрено программой образования, то тогда заставлять школьника или студента участвовать в этом нельзя. Это сейчас грубо нарушается по всей стране, и действительно в каждом, по-моему, регионе сейчас проводится вот это политпросвещение в очень навязчивой форме. Официально это проводится добровольно, участие в Z-мероприятиях, построение буквы Z и так далее, но понятно всем, что это принудительная история. Под угрозой отчисления, под угрозой выставления плохих оценок школьников, студентов и даже детсадовских детей принуждают участвовать в подобных вещах, что является, естественно, непозволительным ни с точки зрения морали, ни с точки зрения закона. И меня это, конечно, лично так вот прям достаточно сильно задевает и бесит, потому что, когда я смотрю, как дети из хосписа или детсадовских детей заставляют в этом участвовать, понятно, что дети в детсадовском возрасте не могут самостоятельно принять решение или отстоять свою волю. И они подчиняются воле воспитателя. Воспитатель этим пользуется и набивает себе какие-то галочки перед руководством, заставляя детей участвовать в подобном. И я рассказываю, как сопротивляться, что делать родителям в данной истории, как сопротивляться школьникам и студентам, если заставляют участвовать в этих мероприятиях. И это только кажется, что на самом деле вся страна поддерживает Путина. Это все методички. Я вижу по сотням сообщений, которые приходят в Telegram-бот Навальный Лайв ежедневно о том, что жители со всей страны пишут и жалуются на принуждение к участию в подобных мероприятиях. Люди недовольны, и мы видели недавно, завирусилось видео из Тулы, как мама ходит в детском саду и срывает буквы Z, принудить, потом ее так показательно наказали, достаточно большой штраф для Тулы дали, 48 тысяч рублей, люди скидывались для того, чтобы она могла его выплатить, но видно, что люди уже в отчаянии ходят и просто срывают эти буквы Z, потому что обычный разговор с воспитателями или директорами образовательных учреждений иногда ни к чему не приводит. Как правило, кстати, я понимаю, из того, что я видел, что в целом, если родители активно заявляют, что это не очень законно, или что не делать это с моими детьми, или мои дети не должны это слушать, то, как правило, учителя, что называется, дают заднюю, или директора, которые, как правило, это все навязывают, что есть возможность это все не слушать, через это не проходить. Но я у тебя хотел спросить, нам же все время... Можно я прокомментирую? Да, конечно, я советую, и вчера я разговаривала с Тамара Идельман на своем YouTube-канале «Любовь Соболь», и у нас была небольшая такая конференция-разговор на эту тематику, и в том, что мы обсуждали, что можно делать. Конечно, в первую очередь нужно найти каких-то единомышленников из числа родителей, из числа учителей, которые также не приветствуют такую принудительную историю с участием в Z-мероприятиях, потому что даже люди, которые могут быть, может быть, и поддерживают военные какие-то действия Путина,
не всегда приветствуют тому, что это будет навязывать школьникам и детям в детсаду. Поэтому я думаю, что единомышленников вы точно найдете среди коллектива, и, соответственно, объединиться, подойти к воспитателю, к преподавателю, к директору и поговорить о том, что школа должна быть действительно, как говорит часто Путин, вне политики, что не нужно детям навязывать участие в подобных мероприятиях, что оно должно быть действительно добровольным, и ученик может всегда отказаться от участия в подобных мероприятиях со ссылкой на закон об образовании, потому что у него есть свобода совести, свобода убеждений, что все, что выходит за рамки образовательных программ, должно носить сугубо добровольный порядок. Поэтому есть механизмы, да, и, опять же, я в ближайшее время опубликую памятку для родителей со ссылки на законы, как можно вот, со ссылкой на закон об образовании разговаривать, да, и тогда трудно учителям как-то настаивать на своем, когда вы вежливо и уважительно говорите о том, что вот, знаете ли, все прекрасно, я вас понимаю, все, что вы говорите, но вот смотрите, есть такой-то закон, давайте сейчас вот мой ребенок в подобном участвовать не будет, потому что должно носить добровольный порядок. Ну вот как-то так можно в том числе избегать этих историй, и успешный опыт есть. Скажи, пожалуйста, ты упомянула, что в том числе и Путин неоднократно говорил, хотя сложно найти хоть слово правды из того, что он говорил за 22 года, но тем не менее официальная публичная позиция Единой России Путина была всегда про то, что давайте не втягивать детей в политику, да, это они говорили и вам, хотя так и не рассказали, в чем заключается втягивание со стороны, там, не знаю, тебя, Алексея или еще кого-то, но, тем не менее, вот эту мантру, они прям активно ее рассказывали, показывали, и мы видим, что это не так. Ну, то есть сами они достаточно активно втягивают детей в политику. Расскажи, пожалуйста, на твой взгляд, почему так происходит? Ну, то есть, потому что ребенок, он не избиратель, еще ничего. Зачем на него нацеплять, значит, какие-то вот эти свастики, заставлять вскидывать руки? Ну, ладно, это было один раз в Казанском университете, но тем не менее, вот в чем смысл вот этого втягивания, тем более детсадовцев, как ты рассказываешь? Ну, во-первых, действительно, Путин часто говорит какие-то громкие заявления, и все они соответствуют действительности, но при этом это можно в любом случае использовать как аргумент при общении с воспитателями или директрисами, которые подвержены путинской пропаганде, которые вот Путин, царь и бог, да, такие тоже есть. Не все такие, далеко не все, но такие тоже есть, и вот с ними можно, конечно, ссылаться просто на, не знаю, распечатыватель, да, слова Путина. Говорят, что дети должны быть не политики. Если вы поддерживаете действия президента, пожалуйста, участвуйте в любых мероприятиях в его поддержку самостоятельно. В личном качестве мой ребенок должен учиться, а не участвовать в политических мероприятиях. Поэтому давайте мы избежим, да, вот этого конфликта и столкновения. И при таком разговоре, я думаю, что многие директора и преподаватели дадут заднюю. С другой стороны, понятно, что на них сейчас давят из региональных министерств, департаментов образования, просвещения и так далее, и заставляют отчитываться. Поэтому это все цветет и пахнет, к сожалению, в нашей стране. Прям буквально за месяц войны развернулось очень активно. Все эти политпросвещения, которые в советском времени, казалось бы, канули в лету. Что касается, почему именно школьники и детсадовские дети, потому что сейчас идет действительно такая борьба за умы молодого поколения. Недавно «Важная история» выпускали материал о том, что про пропаганду, и там была такая основная мысль, если человек уже инфицирован пропаганде, если уже верит этой пропаганде, включен, да, постоянно смотрит телевизор, его достаточно тяжело образумить и как-то ему, да, что-то доказать разумное. Но и поэтому самая важная борьба за умы молодого поколения, которые еще такие свежие, не испорченные путинской пропагандой, и вот сейчас Путин пытается их испортить. Но в том числе, конечно, добиться и повлиять на их родителей, потому что один ребенок, да, там это мама, папа, бабушки и там старшие сестры и братья, которые уже могут голосовать и так далее. Поэтому охватывать вот такие вот семьи через детей, через влияние через них. Российских детей Владимир Путин сейчас, его власть, окружение заставляют ходить строем и выстраиваться в свастике. Но в это же время украинские дети обстреливаются ракетами, вынуждены быть в бомбоубежищах, а иногда их убивают, как вот буквально прошли похороны трехмесячной дочки одной из жительниц Одессы, куда, собственно, и сама, и мать ее тоже погибла от этих ракетных ударов. Скажи, пожалуйста, в эту войну
как ты видишь, как бы это странно ни звучало, свою роль? Ну, то есть ты наверняка задаешься этим вопросом, как я, как и многие другие, типа, что я могу сделать и как я могу сделать так, чтобы эта война остановилась или хотя бы помочь как-то гражданам Украины. Какие действия ты считаешь сейчас важными и правильными для себя и для всех остальных? Спасибо за этот вопрос. Действительно, я сейчас часто выступаю на YouTube-канале «На войне Лайв», на других площадках, куда меня зовут. И часто звучит вопрос, да, что сейчас может делать человек, который не хочет военной агрессии в Украине, не хочет убийства мирных людей, не хочет империалистических захватов новых территорий. Как можно сейчас сопротивляться с учетом всего этого гнусного режима в России, который сажает там, да, людей в СИЗО за смену ценников в магазине? Я всем говорю о том, что у каждого человека есть разные возможности. И как минимум нужно не участвовать во зле. А как максимум нужно, конечно, применять все свои способности и возможности на то, чтобы противостоять вот этой захватнической кровопролитной войне в Украине сейчас. И каждый это может делать по-разному. Если ты предприниматель, то ты можешь устраивать саботаж. Ровно об этом говорит профессор финансов Максим Миронов, ровно об этом говорил топ из Аэрофлота, который уехал за границу, о том, что вот саботируйте преступные приказы, не помогайте войне, если вы бизнесмен. Что касается человека с большой аудиторией, да, у которых есть социальные сети, то, конечно, я призываю писать в социальных сетях, высказывать свои позиции. И в этом плане меня очень радует пример Максима Галкина, человек, который действительно было что терять, но который сейчас просто, видимо, не смог переступить через свою совесть и человеческое достоинство, и поэтому высказывается точно, емко и очень активно. И он, наверное, такой вот сейчас один из главных примеров того, как должен действовать публичный человек с большой аудиторией в России. Если ты, да, то есть понятно, что сейчас, по сути, мне как политику тяжело действовать, потому что у нас в России фактически запрещены выборы, фактически запрещено участие в любых мирных акциях протеста, и политика перетекает сейчас скорее в интернет-пространство, поэтому мы сейчас развиваем медиа, вот канал «Популярная политика», канал «На войне Лайв», телеграм-каналы, Твиттер, Фейсбук и все любые площадки, на которых можно еще высказывать свою точку зрения и охватывать большую аудиторию, рассказывать правду, бороться с путинской пропагандой. Все это нужно и можно делать, поэтому в силу возможностей я этим в том числе занимаюсь. Да, про Максима Галкина прям сегодня читал, что его как-то то ли задним числом уволили с Первого канала, то ли прямо сейчас это происходит, там рекламные контракты у него все накрылись, да, поэтому когда, ну, там многие представляют, что, вот, ну, конечно, ему легко, он там, я не знаю, уехал куда-то и вообще, ну, то есть человек действительно пошел на большое изменение своей жизни, многим рискнул, но, собственно, совесть, она превыше всего. При это этом действительно нелегко, да. И вот, извини, что перебила, это действительно нелегко, потому что у человека было имущество в России, у человека действительно... замок целый какой-то, который становился объектом шуток, да. Да, во всех планах, да, ему было что терять, но при этом человек выбрал себя, выбрал свою совесть и говорить правду, потому что действительно, мне кажется, нет ничего важнее в жизни, чем быть в ладах с собой. И когда мы говорим про иностранное агентство, тоже, да, что сейчас я вижу, это становится тоже часто предметом уже шуток и такого, новый иностранный агент какой-то. Ну, вот, например, там Юрий Дудь взять, да, человек, который тоже не стал лить воду на мельницу российской пропаганды и делает свою работу честно и независимо, как журналист. Иностранное агентство такой первый звоночек. Если тебя признали иностранным агентом, значит, по сути, тебе запрещают и выдавливают тебя из страны, запрещают твою деятельность на территории России. Это значит, что запрещают эту деятельность не только тебе, но и членам твоей команды. Это значит, что у них есть семьи, это значит, что нужно... А что делать с квартирой, а что делать с какими-то социальными связями, да, а как дальше жить? Это большие вопросы, которые стоят перед людьми, которые не согласны быть вместе, поддерживать Путина. При этом ты часто
ну, обращаешься к людям, апеллируешь к их совести. У тебя уже как минимум два есть обращения, если я не пропустил какие-то, возможно, остальные. Одно к Олегу Дерипаске, а другое, ну, там больше не к совести, а к его, конечно, шкурному интересу, потому что человек специфический. А другое обращение это к комикам, к различным комикам, стендап-артистам и в целом ТНТшникам. Вот у тебя есть эти два обращения. Скажи, пожалуйста, почему ты их записала? Там, веришь ли ты, что они могут, не знаю, дойти до адресатов и как-то повлиять? И действительно ли ты считаешь, что вот они там посмотрят твое обращение и, не знаю, Нурлан Сабуров перестанет издеваться над изнасилованиями в Украине, а Олег Дерипаска перестанет всячески стелиться перед Путиным и быть одним из его кошельков? Надо, наверное, разделить эти два обращения. Обращение к Дерипаске, обращение к комикам с ТНТ. Но вот ты написала у себя в социальных сетях, что поддерживаешь мое обращение к комикам, но при этом тебе не нравится жанр обращений. А мне нравится жанр обращений, и мне нравятся вообще любые публичные дискуссии. Я очень... Да, ну, то есть мне не нравится, когда их публичные дискуссии все затыкают, не дают им, да, не знаю, площадку в виде российского телевидения, и поэтому, если эта дискуссия возможна хотя бы в интернете, пусть она там проводится. Пусть через публичное обращение, да, через дебаты, через какие-то взаимные, там, не знаю, подколки, шутки, там, не знаю, как угодно. Но публичная дискуссия должна быть. И сейчас эта тематика достаточно важна. И я бы хотела, чтобы в любых формах, да, люди высказывались и не стеснялись говорить свое мнение, даже если оно отлично от моего мнения. Поэтому я только... Я считаю, я сама так делаю и радуюсь, когда другие люди тоже активно высказываются и обращаются к кому-то и заводится какая-то действительно интересная дискуссия. Что касается обращения Дерипаски, то сейчас я думаю, что если не все, то подавляющее большинство бизнесменов, олигархов, людей, которые наживали свое преступное состояние во время президентства Путина, сейчас не рады этой войне. Потому что они с этой войны теряют. Понятно, что на этой войне обогащаются силовики, они получают дополнительные ресурсы, полномочия, там, деньги, контракты, все что угодно. А бизнесмены, которые напрямую не связаны с военными контрактами, хотя там, да, Дерипаска у нас связан с военной отраслью, что можешь посмотреть в санкционных списках, да, обоснование, почему его включили туда. Но, условно говоря, понятно, что и Дерипаска, и остальные, они теряют деньги, теряют свои бизнес-империи, которые они долгое время выстраивали, и для них эта история достаточно такая тревожная. И они должны осознать, почему я обращалась с ним, что это происходит ровно потому, что они долгое время поддерживали преступный путинский режим. Дерипаска плоть от плоти коррупционного преступного режима Путина, и сейчас он, по сути, расплачивается за предыдущие 20 с лишним лет. И мы видим от них панические какие-то настроения, от олигархов и бизнесменов, какие-то заявления хаотично, которые они делают в СМИ, вот, заявления про невозможность оплатить уборщицу, да, или там, пойти в ресторан, какие-то другие действия. Но мы не видим от них четкой аргументированной позиции, почему они не поддерживают Путина и эту войну. К сожалению, таких заявлений от них сейчас не слышно. И поэтому именно этих заявлений ждет Запад, который вводит санкции постепенно, да, то есть там, разными пакетами, потому что пытается все время сделать так, чтобы люди, которые еще не находятся в этих санкционных списках, образумились и поняли, что от них ждут явно выраженного отказа от ведения преступной войны, от поддержки действий Путина в Украине. От Сейчас этого понимания, мне кажется, да. нет. Пособничество. И сейчас, к сожалению, от российских бизнесменов, олигархов этого не видно, за редкими исключениями. Поэтому я обращалась к Дерипаске, через него обращаясь к другим крупным бизнесменам, олигархам, пытаясь донести свою позицию. И я думаю, что это получилось. Ну, для Дерипаски точно. Он разродился огромной тирадой у себя в телеграм-канале по моему поводу. Абсолютно гнусная. Там, да, она настолько гнусная, что очень порадовала Симонян, которая перепостила везде у себя эту тираду Дерипаски. Но мы же видим, да, что реакция есть, и человек прочитал, и человек там посмотрел, и значит, это было не зря. Поэтому
Я думаю, что другие бизнесмены тоже увидели это видео. Я со многими сейчас там, людьми разных там, профессий и разных достатков общаюсь, и часто они меня спрашивают про это видео. Да, очень много людей посмотрело, да. А есть ли какая-то реакция... Что касается обращения к Да, комикам, от да. комиков, Что да. касается обращения к комикам, то я сейчас также общаюсь с разными ребятами из стендап, да, комедии, Да, у скажем вас на так. канале, даже на канале И Навальный Лайв появилось целое шоу Александра Долгополова, одного из да, замечательных стендаперов. у нас есть прекрасное шоу Саши Долгополова, я общаюсь с другими ребятами, не менее замечательными. К сожалению, сейчас не все стендап-комики еще понимают, но я сейчас говорю вот не про ТНТ, не про свое обращение, а вообще в целом оценку ситуации. Не до конца сейчас стендап-комики в целом понимают о том, что у них такой же запрет на профессию в России сейчас, как у журналистов, как у политиков, там, да, как у социологов, там, и можно другие там, да, профессии перечислять. По сути, сейчас в России либо кто-то молчит, да, и не высказывается, надеясь, что все это рассосется, и война вот больше 2 месяцев была, и она пройдет, и все будет по-прежнему. И по-прежнему уже точно не будет. Страна действительно изменилась, и сейчас, по сути, в России, да, вот как нас Фонду борьбы с коррупцией признали экстремистской организацией, по сути, запретив любую политическую офлайн-деятельность, да, раздаешь листовку, там еще что-то делаешь, идешь сразу в тюрьму, там, да, или угроза возбуждения уголовного дела именно по участию в экстремизме. И сейчас, по сути, любой комик, который будет активно высказываться против войны, который будет иметь большую аудиторию, это потенциальная угроза, да, не только лишения работы, но и каких-то там административных уголовных дел. По сути, сейчас остается, то есть выдавливают также людей из страны, запрещают им публично говорить, и взялись полноценно за всех людей с большой аудиторией, либо способностью к организационной работе. А что касается комиков с ТНТ, то есть абсолютно разные люди на ТНТ. Да, и есть Дедков, который был в Киеве во время войны, и который не молчал. А есть Нурлан Сабуров, который решил, ну вот, пока в России невозможно говорить, да, потому что если ты не будешь говорить про войну, тебя спросит твоя аудитория, да, почему ты шутишь про все, что угодно, но не про то, что действительно сейчас интересует всю Россию, да, и постсоветское пространство, вообще весь мир. Как так это интересно избегаешь этой тематики? И решил, что в это время невозможно говорить против, невозможно говорить за, ничего не сделать. Поеду-ка я срублю денег за границей, выступлю с концертами и там, буду шутить обо всем, чем угодно, только не о том, что сейчас волнует весь мир. И в Америке также, где он выступал, конечно, все обсуждают сейчас угрозы ядерной войны, убийства мирных жителей в Буче, в Украине там, и все такое. Но у него не получилось это сделать. Пришли люди, стали спрашивать. И Нурлан такое ощущение, что он вот так строит из себя какого-то дурачка и удивляется, и делает вид, что вот не понимает, почему люди задают ему эти вопросы. Да, а почему, собственно, да, при чем здесь я, в чем я виноват? И поэтому я, собственно, записала обращение, рассказав о том, что почему на комикам люди обращаются, и почему с них спрашивают, и почему от них чего-то ждут. И мне кажется, что это в целом это очень логично, что от людей с большой аудиторией, с большим влиянием, людей, которые очень долгое время позиционировали как «я из народа», да, вот я казах, я из народа, когда действительно к народу пришла беда, им как таким вот представителям, самым видным представителем народа, приходят люди и спрашивают: а ты не хочешь как-то нас поддержать, ты же из народа, да? Ты как-то за нас должен быть всегда. Эти люди говорят: нет, знаете, я где-то, моя хата с краю, я где-то рядышком постою, и заплатите, пожалуйста, денежки за билеты, а дальше с меня ничего не спрашивайте. Ну, эта позиция очень неправильная. Ты говоришь про народ и про людей в России, или россиян за ее пределами, и тут, конечно, все 2 месяца, пока идет война, есть довольно большая, обширная дискуссия на этот счет. Ряд людей на Западе или вообще в мире искренне полагают, что большая часть россиян эту войну поддерживают. Они тыкают в вот эту социологию, которая умерла с началом войны, она и так-то была не очень жива, да, но после начала войны понятно, что никакой социологии больше не существует. Они тыкают в развешенные вот эти свастики, они, значит,
значит, рассказывают, что вот россияне поддерживают, и что вот в социальных сетях они тоже полны ненависти к Украине и к ее жителям. С другой стороны, есть люди, которые говорят, что нет, не все поддерживают, и многие не поддерживают, и часть из них даже там вначале выходила на акции уличные, пока могла, пока не свинтили вообще всех, но, значит, и вот сейчас многие против, однако им возражают, что, ну, если так сильно против, почему настолько мало этого видно? Ты для себя как считаешь, насколько действительно Владимиру Путину и его пропаганде удалось за 8 лет сделать из россиян людей, которые ненавидят другую страну и которые одобряют убийство, или нет, это картинка, которую сейчас пытаются для нас создать, по факту она не имеет ничего общего с реальностью? Ну, я бы не сказала, что совсем ничего общего с реальностью не имеет. Да, конечно, есть люди, которые поддерживают войну, которые считают, что это не война, это принуждение к миру. Мы войну не начинаем, ее заканчиваем, и говорят такими штампами путинской пропаганды. Пропаганда работает усиленно, сейчас отменили все развлекательные передачи, крутят постоянно вот эти 60 минут и прочий ужас. И понятно, что есть люди, которые этому доверяют. И верят, и повторяют вот эти мантры. При этом, кстати, я вот недавно наткнулась на несколько статей о Грузии, статей там 2010 года, ровно такие же кальки пропаганды были, да, принуждение к миру, и вот вся та тематика, которая сейчас, все эти фразы, терминология, вот они использовались уже неоднократно путинской пропагандой. Что касается большинство или не большинство, нет, не большинство. По моей оценке, не большинство. Действительно, социологии невозможно сейчас доверять, потому что просто вот люди не отвечают честно, людям рассказали из всех щелей о том, что если они будут отвечать как-то честно, то это фейки, то это уголовная ответственность, причем со сроками больше, чем за экстремизм. То есть экстремистам стать даже, может быть, выгоднее, чем сейчас говорить правду о войне, потому что какие-то там уже огромные сроки, и это уже гораздо больше, чем за убийство массовое. Поэтому люди, конечно, боятся отвечать правду. И мы вот разговаривали с Юдиным в одном из эфиров на канале Навальный Лайф, и там как раз он говорил, да, что люди просто, их днем на работе постоянно накачивают о том, что вот там, типа, это военная операция, что мы спасаем жителей Донбасса, бла-бла-бла, а потом они приходят домой, и вот поступает телефонный звонок, и спрашивают, да, поддерживаете вы или не поддерживаете. Он воспринимает это не как социологию, не как возможность высказать действительно свое мнение, а как такую проверку усвоенного материала. Поэтому люди просто боятся говорить, но, конечно, я не думаю, что большинство людей поддерживают. Я думаю, что сейчас просто то меньшинство, которое за Путина, мы его не видели никогда, а сейчас мы его активно слышим в интернете. Да? То есть сейчас оно проявилось, сейчас оно активно кричит. Но, опять же, если посмотреть на митинги, которые проводит Путин с 2012 года, то мы не видим какой-то активной массовой поддержки людей на улицах. Да, то есть, конечно, активные люди, которые там где-то там в интернете, да, вот эти вот вирусные ролики распространяются, как люди говорят о том, что правильно все Путин делает, и это, конечно, всех демотивирует, но это вирусные ролики, они больше. Конечно, сейчас такая легкая, наверное, позиция для многих людей, которые живут вне России, обвинять всех россиян в поддержке преступного путинского режима. Но я с этой позицией не согласна. Я считаю, что россияне все-таки не поддерживают в большинстве эту войну. Почему не высказываются активно, не выходят на улицы и так далее? И часто мне сейчас журналисты из Европы где-то, да, спрашивают, почему вот люди не выходят. И я журналистам из Европы напрямую отвечаю, наверное, грубовато, но вот как есть. Говорю, что в Европе, да, люди могут протестовать и выходить на улицы, а в России людей в тюрьмах пытают, да, швабрами в задний проход. Поэтому немного разные условия для проявления своей активной политической позиции есть в Европе и в России. Поэтому тяжело в стране с достаточно жесткими репрессивными. Да, репрессии, они точечные, но очень жесткие. И людям тяжело высказывать свою позицию активно. Люб, но при этом, смотри, вот в войсках, да, в армии, там же, не везде клонированный Путин, это были бы очень неэффективные войска. Значит, там реальные люди, наши с тобой соотечественники, граждане России,
которые по приказу, которого даже нету оформленного, да, там сначала были учения, потом специальная операция, причем нет конкретного распоряжения и прочее, прочее, они приходят на территорию Украины, они убивают людей ракетами, градами, автоматами, они пытают мирных людей и убивают их, да, они грабят все, что там происходит. Ну, это же тоже наши с тобой сограждане. Было бы странно нам этого не признавать. Что это за люди? Как так получилось? Как у Путина получилось построить армию из каких-то абсолютно не самостоятельных, не способных отстаивать правду людей, которые готовы умирать и убивать непонятно за что? Развратил, абсолютно развратил и армию, и превратил людей, которые сейчас там воюют, в нелюдей, развязал им руки, дал какие-то приказы, да, то есть и поощрял насилие, грабежи, мародерство и прочее. Арестович, с которым ты общался, я общалась, я слушала недавно, не помню, на каком-то YouTube-канале, он рассказывал, да, почему украинским солдатам запрещают применять насилие в отношении российских солдат. Да, это запрещено конвенцией международной. В смысле, имеется в виду в отношении пленных, ну, да? Пленных, да, в отношении пленных, да. Почему там, с учетом того, что сколько горя причинили российские солдаты сейчас, путинские солдаты на территории Украины, когда их берут в плен, делают все возможное, чтобы украинские солдаты не причиняли им какой-то вред, они не проявляли какую-то жестокость. И он говорит, что да, это какие-то конвенции и так далее, но самое главное, потому что это развращает саму армию. Мне кажется, с другой стороны, да, Путин делал все для того, чтобы российскую армию развратить. И да, я думаю, что им разрешалось это мародерство и так далее, в том числе для того, чтобы компенсировать их неудачи на военном направлении. И это поощрялось, это не наказывалось, и войска были разрешены. Но если мы посмотрим на путинскую армию, которая осталась внутри России, то, во-первых, да, есть другие прекрасные проявления, как минимум то, что сейчас не стоят очереди военкомата в России. Вот в Украине в территориальную оборону люди стояли записываться в военкоматы в очередях, да, огромных, а в России мы этих очередей не видим. Нету поддержки среди мужчин, и призывного, и после призывного возраста активны, да, чтобы они стояли там и говорили, а я вот тоже хочу пойти убивать и мародерить. Мы видим, что были 5 случаев, как минимум, журналисты писали о поджогах военкоматов для того, чтобы сорвать весенний призыв, для того, чтобы сжечь документацию вот этого воинского учета, чтобы людей не призывали в армию. Это достаточно такой вот серьезный акт противодействия призывной весенней кампании. Мы видим, что люди сейчас в разных регионах отказываются ехать воевать. Постоянно об этом пишут правозащитники, адвокаты выступают, которые их защищают. Да, вот в СМИ проходит информация. Я думаю, что этих случаев гораздо больше, просто не все известны. Что люди просто отказываются ехать. Пишут увольнительные, а когда им приходит начальство и говорит, вот как же вы так, да, то есть мы вас будем судить и по уголовной статье, они говорят, ну у нас же нет войны. У нас есть некая военная операция, поэтому люди сопротивляются, и есть много людей, в том числе из силовых ведомств, из армии, которые эту войну не поддерживают. И совершенно правильно, потому что не хочется умирать за путинские офшоры, дворцы, их можно понять. И ты знаешь, я хочу тебя спросить, вот на уровне твоего, может быть, понимания, которое сложилось за эти 2 месяца, мы постоянно подчеркиваем, в том числе и в своем ответе ты подчеркнула в конце, что непонятно за что умирать, за что воевать, за что убивать, да, не за путинские же дворцы. У тебя есть понимание, зачем вообще Путин начал эту войну и сколько он будет ее продолжать? Самое главное, мне кажется, вот сейчас ретроспективно, смотря назад, мне кажется, что его план заключался в следующем. Он хотел войти в историю России как человек, который восстановит Советский Союз в каких-то его определенных границах. Отодвинуть границу России на запад. Захватить Украину, поставить там Януковича, да, еще, там, условно говоря, 4 месяца назад, если бы кто-то публично где-то озвучил там, да, на незакрытом телеканале «Дождь» или «Эхо Москвы», а в тот момент о том, что закроют эти СМИ, а Путин попытается поставить в Украине власть Януковича, то человек бы сошли бы безумцем, да, и уже смеялись бы не над
Ну, не надо другой конспирологии, да, говорили бы, что вот это какой-то, ну, то есть абсолютно, да, какой-то придуманный какой-то взгляд на вещи. Но нет, вот сейчас, глядя назад, там, да, имея все факты и доказательства, там, оценки ситуации, мы понимаем, что, да, Путин хотел захватить Украину очень быстро, за 3-4 дня, поставить там власть Януковича, абсолютно, который будет марионеткой, там, да, там, любимой собачкой Путина, которая сделает все, что ему нужно. После этого, я думаю, что идея была, естественно, использовать территорию и армию Беларуси. И после этого, я думаю, что Лукашенко достаточно сильно надоел Путину своей несговорчивостью, постоянно вводит его занос с этим союзным государством. Я думаю, что идея была Путина там, на будущее, да, может быть, не на этот год, но вот на ближайшее будущее, о том, что присоединить территорию Украины и Беларуси к Российской Федерации. И отодвинуть границу, войти в историю, когда, вот, условно говоря, есть такая некая коллективная травма у россиянина о том, что Советский Союз распался. И Путин хотел как раз преодолеть коллективную травму и вот сделать так, чтобы сейчас Советский Союз в какой-то степени восстановился. Радуйтесь, мы присоединили новые территории, не спрашивайте меня про коррупцию, про дворец, я вам дал вот не только Крым, но еще и территорию Украины и Беларуси. Вот, вот его планы были. Человеческие потери, потери в экономике ему абсолютно не важны. Он хотел войти в историю как такой собиратель земель. И как думаешь, как долго он будет вести эту войну? Потому что, очевидно, план, мягко говоря, не удался. Очевидно, что никакого блицкрига не случилось, никакого парада на Крещатике нет. Значит, и, честно говоря, если мы смотрим в будущее этой войны, да, то там тоже не видно никаких позитивных изменений для российской стороны, а наоборот, видно, что Украине, например, все больше и больше будут поставлять оружие, но об этом мы чуть попозже с тобой поговорим. Пока, как ты думаешь, как долго он готов вести эту войну? То есть будет ли эта война до победного конца, причем победного, судя по всему, со стороны Украины, да, и до, значит, ухода самого Путина либо в небытие, либо в какую-нибудь тюрьму, либо он вот до какого-то момента дойдет и все-таки, не знаю, остановится, что-нибудь подпишет и куда-то забежит обратно под корягу, значит, кошмарить дальше россиян. Я не думаю, что он забежит дальше под корягу кошмарить россиян. Я думаю, что кошмарить россиян он кошмарил, да, и будет кошмарить. А что касается военных действий, то, наверное, такие прям горячие, активные действия очень долго продолжаться не могут. Но Путин пытается сейчас добиться какого-то успеха, объявить об успехе, но это в любом случае вяло текущая или активная фаза, они будут продолжаться достаточно долго. Пока мир будет разрешать Путину это делать, Путин будет это делать. Как Давай можно про не разрешить, да. Это хороший вопрос, да, как можно не разрешить, хороший вопрос. И сейчас ищутся разные способы, да, ну вот говорили о закрытии неба Украины, сейчас основная доминирующая идея о введении эмбарго нефтяного и газового поставки. И мир пытается найти выход о том, как можно угомонить Путина и сделать так, чтобы он больше не насиловал, не убивал, не мародерил на территории чужой страны. К сожалению, про россиян такого вопроса нет. Угу. Скажи, пожалуйста, ты говоришь, до тех пор, пока мир будет ему позволять. А на твой взгляд, мир действительно долгое время позволял ему? Позволял, во многом помогал, конечно. Как это было устроено? Объясни свою мысль, пожалуйста. Ну, устроено очень просто. Слова про перезагрузку, слова про то, что Путин нужно вести переговор, с Путиным нужно общаться до последнего. Там, да, вот сейчас мы даже видим, что секретарь ООН приезжает и общается с Путиным за этим длинным столом параноика, пытается его как-то вразумить, при этом абсолютно, да, то есть я не знаю, на что они рассчитывают, садясь за этот стол с Путиным, там, слушая его безумные речи, они хотят его по-прежнему вразумить. Мне кажется, достаточно давно нужно было понять, что это просто не работает. Нет, по-прежнему общаются, и при этом сейчас они сказали, что вот будет эвакуация мирных людей из Мариуполя, и что якобы это положительный итог вот этой встречи, что она была не бесполезна с Путиным, потому что будет эвакуация. Потом выходит Песков и говорит, что, знаете, не было каких-то конкретных договоренностей по поводу эвакуации мирных жителей из Мариуполя. Поэтому даже вот это вот призрачная надежда того, что это было не зря, эта встреча на высшем уровне прошла не зря, ну, да, и Песков сразу же там макает людей
понятно что, и говорит, что нет, 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 Путина вразумить невозможно. Долгое время общались, долгое время поддерживали, да, долгое время, там, не знаю, брали деньги. И давали деньги. И давали деньги, закрывали глаза, там, да, можно долго перечислять. Общались, да, как с равным. Это изменилось сейчас, на твой взгляд? Ну да, конечно, изменилось. Сейчас Путин стал токсичной персоной. Сейчас с ним не хотят дружить публично даже люди, которые его долгое время поддерживали, там, да, не знаю. Даже Поэтому, Макрон перестал конечно, звонить изменилось. в последнее время. Макрон перестал звонить, да, люди, которые там, считались пророссийски настроенными, скажем, там, лидерами Европы, да, лидерами европейских стран, сейчас да, стоят далеко, дистанцируются, у них абсолютно другая риторика, поэтому, конечно, отношение к Путину очень сильно изменилось за последние пару месяцев. Очевидно. Ты знаешь, из вот Европы, если мы возьмем, да, не столько как юридически, да, скорее как идейно, у нас есть две модели поведения сейчас в отношении Путина, вот такие прям ярко выраженные, я даже не про Макрона. Вот есть в Великобритании Борис Джонсон, да, который максимально жестко отвечает, и министры которого просто не оставляют никакого возможности для интерпретации. Когда говорят, да, мы знаем, что нашим оружием могут обстреливать в том числе территорию России. Ничего против не имеем. Россия ведет войну, поэтому, значит, вот им... ну, это министр обороны Великобритании сказал, что да, мы ничего против этого не имеем. А есть Германия, например, да, которая максимально долго, вязко, значит, говорит, давайте еще обсудим, еще посидим. И вот сегодня, наконец-то, Бундестаг хотя бы принял решение о поставке тяжелого вооружения, но, тем не менее, Германия в этом смысле там некая отстающая страна, несмотря на то, что это одна из самых мощных экономически, в том числе европейских стран. На твой взгляд, во взаимодействии с Путиным, для того, чтобы закончить эту войну как можно скорее, какая стратегия должна быть у Запада, на кого из двух перечисленных моделей равняться, и видим ли мы переход к этому? Ну, во-первых, надо сказать, что, конечно, экономика Германии, там завязаны энергоресурсы из России, поэтому они, условно говоря, используют другую риторику, да, Великобритания, она независима в этом плане от России, поэтому они могут использовать более жесткую риторику. Что касается модели поведения, то, ну вот, конечно, я всегда выступала за то, что переговоры с Путиным, убеждения Путина, они ни к чему не приводят. Любой человек, любой лидер европейской страны, там, да, не знаю, Америки, Великобритании, который будет говорить о том, что... который будет показывать о том, что он готов к какому-то диалогу и постоянному убеждению, звонкам с Путиным, Путин будет считать просто, ну, лохами, да, то есть, к сожалению, там, другого слова трудно подобрать. Путин действительно любое проявление какого-то человеческого диалога воспринимает как слабость, как возможность этого там, да, партнера, этого собеседника на что-то развести. Ну, абсолютно идеология и поведение гопника из 90-х, извините. Что касается модели того, что делает сейчас мир, то понятно, что сейчас все смотрят на Германию и ждут, когда же будет введено эмбарго, как такой мощный санкционный и изоляционный удар по российской экономике для того, чтобы Путин не имел возможности и денег вести захватнические войны, чтобы просто экономика России была обескровлена, и вот эти деньги, там, да, миллиарды долларов не перетекали в карман Путина, который использует это для ведения войны в Украине. И сейчас, ну, то есть, вот, да, Америка, там, вся Европа, они смотрят вот прямо вот в одну точку, да, Германия, Берлин, и что же будет, да, все туда упирается. Как я понимаю, шансы, да, есть немаленькие, и в каком-то виде эмбарго в любом случае будет введено. Сейчас просто вопрос в том, в каком виде, да, насколько быстро, в каком виде, и, насколько я понимаю, это будет поэтапный переход. Резко вот так вот выключить рубильник невозможно. Все-таки немецкая экономика достаточно сильно зависит от энергоресурсов России, но при этом политическое решение на то, чтобы уходить с этой иглы, у них есть. Весь мир, да, вот сейчас вот я вижу на самом деле две больших развилки, и одна выгодна России, обе развилки выгодны Украине, но только одна выгодна России.
Я вижу риторику зарубежных лидеров, да, опинион-мейкеров в СМИ и прессе по двум направлениям. Первое направление – это обескровить путинскую экономику для того, чтобы Путин не мог там закупать новое вооружение, производить его и воевать в Украине. Но при этом, что делал Путин с Россией, все равно железный занавес, медленное гниение нас это не волнует. Главное, чтобы людей в соседних странах не убивал и не насиловал. А вторая история – это о том, что надо, не свергать, да, Путина, но свергать. Дело все для того, дело все для того, чтобы он ушел. Все для того, чтобы он ушел. И, конечно, медленное гниение, закрытые границы, железный занавес – это худшее, что можно представить, если ты россиянин. Во многом это зависит и от вас, уважаемые люди в окружении Владимира Путина. Последний шанс соскочить, так сказать. И один счастливый билет, значит, для того, кто сможет избавить Россию от медленного гниения. Назовем это так. Спасибо большое, Любовь Соболь. Спасибо тебе за то, что была сегодня с нами в передаче «Честное слово». Не забывайте подписываться на канал, в том числе и канал Любови Соболь, канал Навальный Лайв наших коллег, канал Популярной политики, где, собственно, эта передача и выходит каждый будний день в 17 часов по Москве. Не забывайте поддерживать нас на donatefbk.vold, на Патреоне, на GoFundMe можно, если вы из-за рубежа, и, например, особенно, если вы хотите присоединиться к Эдварду Нортону, который всячески поддерживает эту кампанию по фандрайзингу. В общем, при этом всем, даже если вы не можете или не хотите нас поддерживать финансово, то вы можете ставить лайки, писать комментарии, подписываться на канал. Это помогает распространять информацию. Ну а с вами был Майкл Найки. Приходите сегодня на вечерний эфир в 7 часов, как обычно. Он у нас каждый день будет. Там будет вас ждать Руслан Шевединов и Иван Жданов. И не забывайте про все остальные наши замечательные видео и передачи. Всего доброго. Пока.